Привет, это Майер. И снова распаковка посылок полезных с Китая. Ни для кого не секрет, что купить в Китае это сэкономить 2-3 раза. Ну, поехали. Так, первый сейчас вот откроем. Сегодня такая вот автомобильная тематика. Заказывал для машины своей. Мелкие полезные штучки. По деньгам это вообще недорого. Но так, вот такая вот мягкая накладка на боковые зеркала. Бывает они прозрачного, разного цвета, походу. Я вот себе вот такую вот выбрал. И по рисунку понятно, как ее установить на зеркало. Держатся они крепко. Один раз вот наклеил. Все. У меня вот было на бывшей машине, потом продал вместе с ветровиками. Стояли вот такие ветровики. Ничего плохого не скажу. Хорошие. Так, следующее давайте посмотрим. Так, цена где-то в районе 90 рублей. Да, 90 рублей они стоят. Так. Так, упырка. Так, тут написано через Латвию доставка. Но, видать, у них где-то склады там уже в Латвии или что, потому что быстро дошла эта посылка. Это у нас называется срочный быстрый ремонт сколов стекла. Так, тут в комплекте шприц, 3 тут, нет, вот еще. В общем, 5 пленок, накладок, флакончик со специальной полиэфирной какой-то жидкостью. Так. Так. 3М-овские вот такие вот наклейки под присоску на стекло. То есть вот можно заклеивать как трещины, так и сколы. Если сколы, то пользуемся вот такой присоской. Трещину просто обрабатываем. Так, инструкция. Инструкцию даже открывать не буду, потому что там русского языка наверняка нету. Это английский язык, но хотя на картинке можно ориентироваться. В общем, такой штукой я пользовался. Хватает, в принципе, надолго. С собой надо где-то в машине, там в аптечке хранить это. Быстрый ремонт сколов. Экономите на этом и деньги, и время свое, и качество лучше. Если вы сразу заделали скол, то после высыхания клея практически незаметно на стекле. Если вы откладываете до автосервиса это дело, то в трещину попадает каким-то образом пыль. И потом уже, как бы даже профессиональный сервис не делал, остается вот это видимое преломление там света, все равно вы видите этот скол. Если сразу, немедленно остановиться, вот произошла трещина или скол, остановиться на дороге, протереть это место, то уже сразу эффект ничего не видно. Так, вот этот скребок, такая бритвочка, срезать лишнее. Очень острый, не порежьте. Так, давайте другое откроем, глянем. Так. Каждый подумает, а для чего мне толщиномер? Я же не собираюсь покупать машину. А сейчас скажу почему. Так, сей девайс, в принципе, я недорого купил. Но по отношению с другими аналогичными. Это 1000 рублей я отдал. Питается он от 2-пальчиковых батареек обычных. 3А. Так, включим.
Так, вот видите, включился. СНГ, CTN и DUE. То есть 3 режима. Первый режим фиксации, то есть он посылает импульс и все. Второй, постоянно идут пульсации. Вы можете вести по поверхности, и он будет все время показывать изменение толщины лакокрасочного покрытия. Так, третье не помню. С этой стороны показывают или в миллиметрах, или в единицах этих английских. Ну, меня интересуют в основном миллиметры, то есть микроны. Так, тут у него калибровочные пластины. То есть настроить его, но он в принципе настроен просто периодически проверять калибровку. Вот, толщина 1 мм. То есть лакокрасочное покрытие плюс 1 мм. Берем чистый лист металла, ложим или кладем вот эту пластинку, раз, смотрим, 1 мм должно показаться. Тут у него разброс идет от 1-2 мм, 0,8, 0,1. В общем, все распространенные есть. Это калибровочные пластины, идут в комплекте. Так, как я уже сказал, очень вещь полезная еще в том плане, в быту использовать. Допустим, давайте примеры такие вот. Например, жена решила купить кастрюлю, да? Идем, смотрим, в магазине лежат кастрюли. Все одинаково, одного производителя. Замеряем толщину эмали и видим, что на полке у 5 кастрюль там 0,5, а у одной кастрюли 1 мм. Ну, естественно, купим где 1 мм. То есть та кастрюля лучше прослужит. Ну, это грубый такой вот пример. Или, допустим, пошли купить стиральную машину. Стоит, характеристики одинаковые, все одинаковое. А один индезит, второй аристон. Проверяем лакокрасочное покрытие, что не облезет. Одна эмаль больше там на несколько там десятков миллиметров. Ну, значит, это покрытие более качественное, оно будет износостойкое. Или там печь кухонная, или все прочее. Ну, то есть найти применение в быту везде. Или я вот, как у меня есть гараж, в гараже там иногда что-нибудь красишь. И проверить свою же покраску, где-то нанес качественное, некачественное покрытие. Тоже с помощью этого прибора можно определить. Покрасил, высушил, посмотрел, какую толщину нанес краски. В общем, решать вам. Так, проверим на корове лакокрасочное покрытие. 0,47. Потолще краска. 0,46. В принципе, равномерно покрашено. 0,42. 0,45. Ну, не совсем хорошо. Но, по крайней мере, шпаклевки нету. Если шпаклевка больше 2 мм, она просто покажет, что нету металла. До 2 мм она покажет, что 2 мм там толщина. Ну, естественно, краску 2 мм не бывает, значит там шпаклевка. 0,46. Ну, так более-менее нормально покрашена детская игрушка. 0,42. Так. Это у нас, наверное, кнопки. Скорее всего, кнопки я заказывал на стеклоподъемник. В общем, смотрел в Экзисте. Такие кнопки 4000 оригинал и, по-моему, 2500 эти аналоги. В Китае 500 рублей. Ну, разницу видите, да? Кнопки это там не подшипник ступицы. То есть, ну, сломался, ничего страшного, еще купили. Но, в принципе, я вот сейчас вижу, смотрю, они сделаны очень качественно. Такое ощущение, что они на конвейер поставляют, китайцы. Скорее всего, немцы вынесли свое производство в Китай, там все это делают, им на конвейер поставляется, они уже по коробочкам продают. Но цены другие уже в евро. Все четко работает, все. Четкие нажатия, такие ощущения, как у новых кнопок, оригинально. Литье очень качественное, не видно, что где-то были тут заусенцы или еще что-то. Ну, оригинал.
как еще раз повторюсь, то есть покупать там какие-то ответственные вещи, там подшипники и все прочее, конечно, это лучше оригинал. Никуда не денешься. Но такие, они в принципе в дверях стоят, там кнопки, ручки, все прочее, все это можно купить в Китае. И цена 500 рублей. То есть я как бы на свою машину не жалею, но просто переплачивать тоже просто так, зачем? Посмотрим, будет служить, в принципе, я говорю, они хорошо сделаны. Давайте так, я вот ссылку вам дам на этот стеклоподъемник. Там можно будет, это на Audi, там можно посмотреть аналогичные, перейти. Даже по-другому сделаем. Я ссылку на магазин прямую сделаю. У этого продавца очень большое количество ассортимента, вот именно по машинам, по запчастям. Там и датчики парковки, все. Ну, цены вы понимаете, 3-4 раза дешевле. Продавец быстро прислал, трек отслеживался до самой почты, то есть присвоился там не какой-то левый, а нормальный трек, который по России отслеживался. Пришло все быстро. Продавец все время поддерживает связь, беспокоится, получили вы, не получили, там пишет смс и все прочее. Рекомендую к покупке, в общем. И зайти на его сайт. Мне вот, как бы, честно сказать, никакого смысла нету рекламу делать там китайцам. Как есть, так и говорю. Потому что у меня канал новый, у меня никаких контрактов нету там с китайцами. Я обычный покупатель, как и вы. Но единственное, что перед покупками я читаю там отзывы много, там проверяю рейтинги продавцов, все прочее, чтобы вам можно было порекомендовать все это дело. Так, из недорогого в Китае, значит, заказано. Вот такая оплеточка. С ними идут нитки красного цвета. Ну, я такие вот заказал, красного цвета. Там можно выбрать, там 7, по-моему, цветов ниток и оплеток разных цветов под ваш салон. Иголка. Ну, то есть это вот самые ходовые вот такие оплетки. Народ берет, не жалуется, в принципе. И взять за 80-90 рублей тоже можно. Вот тут как бы это неопрен, такой мягкий на ощупь. То есть одеваешь на руль, прошиваешь это все дело. Очень даже неплохо смотрится на руле. Че, как ты считаешь?